Привет! В прошлом видео мы разбирали о том, что олицетворяет собой Сатурн и что следует ждать от периода Садэсати. В целом вообще о чем этот период. И сегодня в видео мы будем уже более такие технические моменты рассматривать, а именно для кого Садэсати является более благоприятным, для кого он приносит смешанные результаты, как положительные, так и отрицательные, и для кого Садэсати проходит сложнее. И я расскажу о техниках, по которым мы это смотрим, и, в общем, это подробно будем разбирать. Также мы посмотрим, какие результаты дает Сатурн в разных домах, именно транзитом, и, конечно же, методы гармонизации или какие уроки, чему учит нас Сатурн, какие уроки мы должны вынести в период Садэсати. И на самом деле Сатурн, являясь той планетой, которая призывает нас к ответственности за наши поступки, благоприятный Сатурн в гороскопе, на самом деле это редкость, прям очень большая, потому что это вообще считается благом великим, иметь хороший Сатурн в своем гороскопе. Это говорит о том, что человек совершал очень хорошие, благие поступки в прошлом. Но это можно редко увидеть, потому что именно поэтому мы рождаемся на Земле, не на каких-то райских планетах. Поэтому у большинства людей мы приходим сюда с определенной кармой, то есть мы получаем плоды своих поступков из прошлого. Поэтому наша жизнь всегда контрастная, да, у нас всегда есть и хорошие времена, и есть сложные времена, и есть очень сложные какие-то события, ситуации, в том числе в периоды Садэсати. Но для некоторых, кстати, тот же период Садэсати, он является наоборот точкой, когда человек получает такой очень большой буст, очень сильную поддержку, он выходит на совершенно другие уровни, как и своего развития, так и в материальном, социальном плане. Поэтому здесь все очень индивидуально. Те техники, которые я буду сегодня давать, они все-таки более общие для того, чтобы мы в целом понимали картину. Но важно расценивать каждую карту индивидуально, для того, чтобы проанализировать, во-первых, силу Сатурна, насколько он благодетель, да, насколько он благоприятный для человека, а если он неблагоприятный, тогда насколько он силен в своей неблагоприятности, на какие сферы он прежде всего будет влиять, чему будет учить человека, для того, чтобы человек как бы самостоятельно пошел в эту работу, тем самым сглаживал те задачи, те уроки, которые ему предстоит пройти. И хорошая новость в том, что нет ничего вечного. Даже если у вас происходит сейчас, или вы чувствуете, что в ближайшее время какой-то очень сложный период, часто это прям на уровне интуиции. Вот последнее время я получаю сообщения, когда люди пишут то, что я думаю, у меня Садэсати, потому что, глядя на все, что происходит, точно Садэсати. Но на самом деле потом мы рассчитываем их карты, и нет у них Садэсати еще не скоро. Но вот какие-то вещи ощущают, события заворачиваются, да, и этому есть другие объяснения, помимо Садэсати. Не каждый нас сложный период в жизни объясняется именно этим транзитом Сатурна. Но то, что ничего не вечно, это про то, что сложности, они заканчиваются, они не вечные. Так же, как и хорошее время. Те положительные, да, события, которые вы проживаете, тот подъем, тот рост, он тоже не вечен. И здесь несколько моментов про то, чтобы находиться в моменте и ценить как и плохое, так и хорошее. И про то, чтобы через именно саморазвитие готовиться к тому, что будет дальше. Именно не расценивать, не жить сегодняшним днем и не расценивать все эти блага, которые у вас есть, та удача, которая вам сопутствует, как какую-то данность, и не возгордиться этим, потому что потом придет плата за то состояние, как вы себя сейчас ведете, за эти мысли. Здесь важно очень ровно, спокойно относиться, не бояться и трудностей, и не возвышаться, когда все идет очень хорошо и даже намного лучше, чем вы ожидали. Потому что, вот, кстати, Сатурн, я когда буду говорить о рекомендациях, советах, чему он нас учит, насчет гордыни, насчет эго, это вот один из главных уроков. Для определенных восходящих знаков это прям их урок.
на период садесати особенно, но и в целом это то, чему учит их Сатурн на протяжении жизни. И у нас Сатурн для каждого восходящего знака играет разные роли. Мы рассматриваем именно естественный гороскоп и смотрим, какими домами управляет Сатурн для каждого восходящего знака. И Сатурн управляет у нас двумя знаками, это знак Козерога и Водолея. Именно в Водолее Сатурн мулотрикона, то есть он получает свою максимальную силу. Поэтому для каждого знака, чтобы не утомлять астрологическими подробностями, потому что знаю, что большинство из вас смотрит это видео больше для своего развития, я не буду объяснять именно, как мы это все рассчитываем. Но смысл таков. Мы именно смотрим, в какой дом попадает мула Трикона или знак Водолея для данного знака. И поэтому Садесати и Сатурн в целом наиболее благоприятен для восходящих Тельцов, Весов, Козерогов и Водолеев. Сатурн дает смешанные результаты для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. И неблагоприятный Сатурн для Овнов, Раков, Львов и Скорпионов. И для каждого восходящего знака Сатурн несет определенные, скажем, уроки, проработки. Они общие для всех в целом. Но и уже когда мы рассматриваем гороскоп человека, там уже мы видим именно его конкретные уроки и задачи. И вот эти общие уроки мы можем видеть по знаку Луны. Мы смотрим на лунный знак и смотрим, в какой стихии он принадлежит. У нас существует 4 всего стихии. Это огонь, земля, воздух и вода. Итак, для огненных знаков, напоминаю, для огненных лунных знаков, это Овен, Лев и Стрелец. Урок Сатурна для них в том, чтобы убрать гордыню и материализм. Для земных Телец, Дева и Козерог научиться смирению и трудолюбию, больше работать. Для воздушных знаков Близнецов, Весов и Водолеев меньше витать в облаках или строить воздушные замки, обязательно всегда заканчивать все начатое и изучать все глубоко и тщательно, не поверхностно. И для водных знаков это Рак, Скорпион и Рыбы ни к чему и ни к кому не привязываться. Также существует другая техника, по которой мы можем рассмотреть наиболее неблагоприятную треть Садесати для каждого знака Луны. Снова-таки здесь не восходящий знак, а по лунному знаку рассчитываем. И первая треть — это первые 2,5 года от начала Садесати. Это когда Сатурн находится в 12 доме от Луны. Вторая треть — это середина, это с 2,5 лет до 5, когда Сатурн соединен с вашей натальной Луной. То есть это как бы эпицентр, пик Садесати. И третья треть — это уже крайние 2,5 года, когда Сатурн находится в доме после Луны, то есть второй дом от Луны. Итак, для лунных овнов наиболее неблагоприятная часть вторая, для тельцов первая, близнецы третья, Рак вторая, Лев первая и вторая, Дева первая, Весы третья, Скорпион вторая, для Стрельцов, Козерогов первая и для Водолеев и Рыб третья. То есть по данной технике вы можете понять, скажем, к чему готовиться, особенно если вы понимаете, в каком доме, в какой сфере находится транзит Сатурна, какие именно вопросы сферы жизни он затрагивает у вас лично. И тем самым кто-то уже, пройдя самый неблагоприятный период, может немножко выдохнуть и понять, что большая часть пути уже позади, что самое неблагоприятное время, оно закончилось, и убрать вот эту ментальную нагрузку. Но даже если это время у вас как бы впереди, здесь тоже важно понимать, что никогда не бывает черного и белого. Если это у всех неблагоприятные периоды, во-первых, а во-вторых, Сатурн дает хорошие результаты в 3 домах, на секунду, из 12. То есть важно понимать, что всегда будут периоды трудностей и сложностей. И если у вас сейчас или следующая часть Садесати, треть,
будет неблагоприятной, здесь важно понимать, что никогда не бывает вот черного и белого. То, что даже неблагоприятный период несет в себе очень много хороших вещей. И здесь больше про то, как вы к ним относитесь, как вы относитесь к переменам. И к тому, что неблагоприятное больше о том, что для данного человека вот с теми программами, с которыми он пришел, для него будет сложнее принять реальность, потому что события будут его перепрошивать, его убеждения, они его будут менять. То есть это вызывает дискомфорт, неудобство. И события — это уже следствие нашего мышления и убеждений. И на самом деле событие само по себе, оно не является ни негативным, ни положительным. Это именно то, как мы его окрашиваем, потому что одно и то же событие может стать как великим проклятием, так и самым большим благословением. Здесь все зависит, как вы к нему относитесь, каким как бы ярлыком вы его наделяете, качеством. Поэтому здесь не нужно бояться чего-то, да, и ждать, что, ну вот, если сейчас так сложно, то дальше как бы будет еще сложнее. Вообще не об этом. Просто работайте над собой, работайте над своим мышлением. Вот те уроки, советы, которые я буду сегодня давать в видео, прям выписывайте их, применяйте, расширяйте свое мировоззрение, кругозор, начинайте наблюдать, чему вас учат, тем самым вы будете гармонизировать. Это влияние будет смягчаться, потому что вы уже не будете вашим умом давать такие жесткие оценки всему происходящему. Вы научитесь гибкости, вы станете более гибкими, и вас уже намного сложнее будет как бы вывести из себя в какие-то негативные или положительные чувства. Вы ко всему будете относиться хорошо, спокойно, ровно, тем самым проживать какие-то сложные, да, транзиты, моменты жизни более качественно, на самом деле теряя минимально энергию или каких-то других ресурсов. И сейчас мы рассмотрим минимально, очень кратко, транзит Сатурна по всем 12 домам гороскопа и какие результаты он дает. Как рассчитать, в каком доме у вас сейчас находится Сатурн, его транзит, вы можете, используя мой гайд. Для тех, кто подписан в Инстаграме, я оставлю ссылку на этот пост, и там есть краткая инструкция, которой вы можете следовать. Там буквально 2 пункта, все для вас уже описано, приведено, и вы сразу быстренько рассчитаете. Но если не сможете, тогда напишите мне, я помогу. Итак, результаты транзита Сатурна по первому дому. В это время может быть личный кризис, именно меняется мышление и личность человека, его мировоззрение. Может проявляться слабое здоровье или ухудшение иммунитета в целом, жизненной энергии. Также это может давать иммиграцию, переезды, в целом какое-то движение, да, перемещение. И обязанности. Обязанности, причем могут быть как и связанные с семьей, так и с супругом, с детьми. В том числе это могут быть обязанности, которые связаны с социумом, с вашим статусом или с работой. В это время как бы Сатурн закаляет вас как личность, и он может влиять на многие сферы жизни одновременно. Сатурн во втором доме. В это время могут быть какие-то изменения в финансах, в том числе расходы, или в это время становится сложнее заработать, то есть те усилия, которые вы прикладываете, они дают меньше результата. И здесь больше про то, чтобы убрать фокус материального, убрать вот эти вот привязки к заработку, к материализму, да, начать смотреть в другую сторону. Это также может давать какие-то сложности в семье, с родительской семьей, с вашей семьей, потому что второй дом, он показатель рода и семьи в целом. Еще в это время он может вызывать как бы критику в человеке, потому что второй дом олицетворяет собой речь, и поэтому человек может очень быть иногда жесток или сух, или критичен в своих высказываниях, в своем поведении.
И это могут быть какие-то ограничения в еде. Сатурн сам по себе аскет, тот, который себя очень жестко ограничивает во многих вещах. Это вообще не про материю, это не материальная планета, это духовная планета. Поэтому вот этот аскетизм и ограничения в еде, они могут по-разному проигрываться. Тот, кто чувствует, очень соединен с собой и ощущает этот транзит, он в это время, наоборот, может пересмотреть свое питание и начать, например, да, уйти в вегетарианство, перестать есть мясо или какие-то определенные продукты, или перестать употреблять сахар, ну, в общем, какие-то такие ограничения, или лактозу, да, молочные продукты, потому что он чувствует, что для него сейчас так правильно. Или же уже как-то по здоровью что-то проигралось, и теперь нужно какие-то меры принять. И для этого ему нужно изменить его диету. То есть здесь может быть как и добровольно, так и немножко принудительно. Поэтому очень важно в целом следить за своим питанием. И, например, ограничения в питании или какие-то посты, или детоксы, да, что-то, опять же, полезное, без фанатизма. Это будет хорошо. То есть аскетизм именно в наслаждениях от еды во время такого транзита, он будет приносить хорошие результаты. Сатурн как бы поддерживает такую вот активность. В третьем доме вот этот дом благоприятен для Сатурна и его транзита, поэтому он считается как бы одним из тех домов, которые дают хорошие результаты. Поэтому здесь он может давать новые источники дохода, личное имущество. Это могут быть новые связи, новое окружение, друзья, какая-то помощь от окружающих, улучшение здоровья, увеличение счастья и успех в социуме или получение какого-то статуса, да, поднятие своего статуса в обществе. Четвертый дом гороскопа, здесь он может давать внутреннюю неудовлетворенность, сложности в отношениях с матерью или сложности в ее жизни. Это могут быть болезни в том числе. Также возможно изменение места жительства. Очень часто этот транзит дает переезды, иммиграции в том числе. В зависимости от роли Сатурна в вашей карте, да, какой у вас восходящий знак, лунный знак, это может давать как и потерю, так и приобретение или инвестиции в недвижимость. И в целом вот этот внутренний комфорт, гармония, она здесь нарушена. То есть внутри, потому что Сатурн, он очень тяжелый, он холодный, то есть внутри появляется неудовлетворенность. Причем такая постоянная, это может проявляться в виде апатии, депрессии. И как один из методов гармонизации, это заниматься практиками, которые направлены именно на раскрытие сердца, чтобы вы не уходили в себя, не закрывались, да, от мира и от своих чувств, эмоций, а наоборот их проявляли, давали волю, делали это экологично. И здесь, например, медитация на открытие сердца очень хорошо. В целом любые практики, которые направлены на работу с анахатой, сердечной чакрой. Это будет как бы убавлять тот градус неудовлетворенности внутри, и в целом вы эту энергию будете как бы трансформировать, да, в плюс выводить. Сатурн в пятом доме. Здесь он может давать потерю каких-то вложений, инвестиций. Это может быть события, которые связаны с детьми, или события в их жизни, или в отношениях с ними, или их болезни. Также могут проявляться какие-то или ментальное напряжение, или с желудком могут быть проблемы. Но это хорошее время для того, чтобы пятый дом, он является домом мантр, молитв, поэтому очень хорошо заниматься практиками, читать мантры и молитвы и в целом обучаться. Обучаться как и профессии, да, получать образование, так и в сфере саморазвития. И здесь тоже очень важно, потому что пятый дом у нас отвечает за мышление, именно за ментальную сторону жизни, интеллект. Поэтому для обучения очень хорошо направлять эту энергию. И важно также давать себе время для отдыха и заниматься какими-то хобби, какими-то другими делами, которые будут переключать, да, с одного полушария на другого, для того, чтобы вы не испытывали этого ментального напряжения постоянно и немножечко сбавляли, да, градус этой нагрузки, потому что Сатурн здесь может
очень как бы давить, особенно если там находится Луна и он с ней соединяется. Сатурн в 6 доме — это для него также благоприятный дом, как и 3, поэтому здесь он делает человека здоровым, то есть человек в это время не болеет, или если он болеет, он выздоравливает, у него улучшается эта сфера. Он получает поддержку в преодолении каких-то сложных ситуаций, в отношениях с людьми, да, в плане конкуренции, каких-то врагов, недоброжелателей. То есть Сатурн дает человеку этот буст, и человек может справиться с этими препятствиями, трудностями. Также это про благоприятные возможности в области работы. 6 дом в том числе отвечает за работу и обязанности, поэтому в данный транзит человек может получить или повышение, или улучшить свое место работы, качество, да, какая-то позиция, которая ему больше подходит, которая дает больше возможностей или приносит больше доход. Сатурн в 7 доме. Здесь сложности в сфере отношений партнерских, в бизнесе, да, так и с вашим супругом, с партнером по браку. И это также может давать сложные отношения с окружающими людьми в целом, как бы обществом, или ваше восприятие других людей, да, оно будет здесь проходить проверку. Еще это может давать путешествия, в том числе иммиграции. И здесь могут быть, если у вас есть свой собственный проект или бизнес, опять же, зависит от роли Сатурна в вашей карте. Это может быть как периодом взлета вашего дела, так и периодом сложностей или его падения. Сатурн в 8 доме. Тоже не самый благоприятный для него дом, и в целом 8 дом неблагоприятен сам по себе, но важно знать, да, как его прорабатывать, гармонизировать. Здесь он дает, он погружает человека в подсознание, во все тайное, во все сокрытое и заставляет как бы уйти немножко от социума. То есть человек начинает осознавать, возможно, через потерю каких-то материальных благ или дохода, то, что деньги являются не главным, и это не, и, например, достигнув какого-то успеха, он не получает удовлетворения, и он начинает искать ответы на свои вопросы, начинает заниматься какими-то практиками или идти в целом в духовность, в психологию, в саморазвитие. Здесь могут проигрываться какие-то болезни, хронические в том числе. Еще могут быть какие-то страхи, фобии, которые могут активироваться, в том числе страх смерти. Вот именно в этот транзит очень хорошо изучать в целом этот вопрос с точки зрения философии, духовности, для того, чтобы этот страх проработать, для того, чтобы не бояться и как бы это не притягивать и не жить этим, а ценить, научиться ценить жизнь каждый день, делать каждый день наполненным, проживать его максимально с пользой для себя и окружающих, и менять свое отношение к жизни и к смерти, да, понимание того, что это такое, что это за переход, что это за трансформация. То есть здесь уже идет такой большой переоценка ценностей на самом деле и мировоззрения человека. Еще это может быть какие-то сложности в семье, и в целом вот смерть, она может проигрываться, или кто-то из близких, из окружения может в это время уйти, или человек начинает через практики, да, вот этот вопрос со смертью прорабатывать, например, через регрессивную терапию. Для кого-то этот транзит может принести ресурсы от других людей, в том числе и от партнера, и от родителей, семьи, и от государства. А для кого-то, наоборот, потери. И также это может давать какие-то скандалы, кризисы, неожиданные ситуации. В целом здесь, конечно, уже когда такой дом задействован, нужно смотреть, какую функцию Сатурн выполняет именно в вашей карте, насколько это будет проигрываться. Но однозначно идти в сферу саморазвития, философии, эзотерики, прорабатывать свои страхи, фобии, работать с подсознанием, изучать как бы тему смерти, да, если вот есть такой страх, вы знаете, если это сейчас актуально, это очень хорошо. Сатурн будет, опять же, да, оказывать всю необходимую поддержку вам, и в целом после транзита вы как бы выйдете другим человеком с новыми приобретенными знаниями. В 9 доме Сатурн дает
такие смешанные результаты, потому что он может давать деятельность, которая нарушает законы, которая противоречит каким-то правилам. То есть человек может уйти вот именно в то, что противоречит духовности, да. Это может давать споры с отцом, с руководителями, с вышестоящими людьми в целом, с наставниками, учителями. И в данном случае, и еще в том числе, это может проигрываться как невезение, когда удача как бы покидает человека, потому что 9-й дом является одним из домов удачи. И для тех, у кого Сатурн благоприятен в карте, у него хорошая сила, здесь наоборот, человек может уйти как раз-таки в духовность, у него будет переоценка ценностей, он может найти свой путь, пойти путем своей дхармы, он может найти учителей, которые ему будут помогать, быть занятым благотворительностью и в целом путешествовать, заниматься саморазвитием и улучшать свои отношения с окружающими, с отцом, и получать поддержку и удачу. Здесь все неоднозначно, но вот сфера 9-го дома, она имеет такие показатели, то есть это будет все активироваться. И вы уже можете делать анализ, посчитав, где у вас Сатурн, вы можете понять, как он проигрывается, в плюсе или в минусе. Если в минусе, тогда послушайте уроки Сатурна, которые вот я расскажу немножко позже. Рекомендация для того, чтобы, скажем, вырулить на ту дорожку, куда нужно, и начать минимизировать, да, негативные его проявления и в целом менять свое мышление и жизнь. В 10-м доме Сатурн может давать или тяжелую работу, когда приходится очень много работать, много обязанностей, или же освоение новых навыков, получение новой работы. Это может давать смену статуса в обществе, получение наград, признание от окружающих, приобретение какого-то статуса. В 11-м доме Сатурн может давать неожиданные прибыли или поощрения, подарки, в целом возможности от других людей, от мира, от общества. Также это про то, что человек в это время может увеличить свое влияние на других людей, потому что 11-й дом у нас отвечает за славу, за популярность, такую медийность некую, да, ну, она по-разному может проигрываться, но в целом популярность и влияние на людей. Поэтому если Сатурн силен, имеет хорошее влияние в карте, в этот человек, например, в это время человек может стать известным, и ему будет сопутствовать удача и счастье. Это также дом желаний и амбиций, поэтому в это время они будут исполняться намного проще, быстрее и легче в целом. И в 12-м доме Сатурн человека склоняет снова к осознанности, к духовности, причем это духовность, когда больше хочется уединяться, находиться или в каких-то местах силы, или в целом больше времени проводить наедине с собой, рефлексировать, думать, рассуждать, пытаться найти ответы на свои вопросы. Вообще, в целом, вот больше про философию, про саморазвитие, про практики. Если человек, например, вообще не готов идти к себе, получать ответы на какие-то свои вопросы, идти в саморазвитие, тогда вот это ограничение уединения, да, проигрывается как ограничение свободы. Это может проиграться как госпитализация, например, или в целом пребывание в местах, и не хочу сказать лишение свободы. Есть показатели, по которым мы можем увидеть, что это дальше. У человека действительно может это так проиграться. Но чаще всего это через какую-то болезнь, когда человек, вот он от социума отдален, он находится наедине с собой, и эти события заставляют его пойти в глубину, пойти к себе. Уже как бы, уже все ограничили, все на задний план отодвинули для того, чтобы вот он сейчас понял и это сделал. Вот именно поэтому и важно, да, не приводить уже к таким событиям, а постоянно, самостоятельно, каждый день двигаться в эту сторону, что-то для этого делать. Тогда такие события, они будут не нужны, потому что человек сам развивается, становится лучше. Его не нужно как бы через такие события наказывать, в это приводить.
Еще это может давать какие-то расходы, потому что этот дом связан с тратами. И расходы, они могут быть, там тоже надо по индивидуального гороскопа рассматривать, с чем именно они могут быть связаны. Еще он дает путешествия, прям дальние земли, длительные поездки, и может давать разлуку с близкими, с семьей. Снова-таки, да, проигрывается как уединение для человека. Ну и сейчас мы подошли к урокам Садесати, чему учит нас этот период и как прожить его максимально положительно. И на самом деле в целом эти уроки применимы к Сатурну, это то, чему он нас учит на протяжении всей жизни, поэтому нам всегда стоит этому следовать. И первый урок — это принятие и смирение. Учиться принимать реальность и людей такой, какая она есть. Это также про доверие в том, что все складывается для вас наилучшим образом. И если сейчас чего-то нет, чего вы хотите, значит, еще не время. Значит, для чего-то данная ситуация, что-то еще, она вам дана, и что-то еще нужно понять, сделать, осознать. И когда наступит правильное время, вы получите то, что вам нужно. Или не получите, потому что вы сами можете передумать и сменить, скажем, вектор вашего развития. Возможно, эти цели или желания были ложными. Это тоже возможно. Поэтому здесь про то, чтобы быть уверенным внутри в своем пути, доверять пространству, доверять себе, не бояться за будущее, знать, что каждый день в моменте вы делаете самое лучшее для себя, для той жизни, о которой вы мечтаете, и для той версии себя, которую вы хотите видеть. И это важно, потому что здесь принятие и смирение — это не про бездействие. Это не про то, что я буду сидеть на диване и ждать, пока вот все эти желания сбудутся, и, в общем, я сижу, наблюдаю и принимаю этот мир. Вообще не про это. Сатурн, наоборот, учит трудолюбию, учит тяжелой, кропотливой работе, где каждый день человек планомерно идет к своей цели. Но фокус на процессе, не на результате. Мы не привязываемся к результату. Как только вы сильно привязываетесь к результату, к сожалению, чаще всего вы не получаете этого, потому что смещается фокус вашего внимания. И даже получив этот результат, уже нет удовлетворения, уже хочется еще больше. То есть эти аппетиты нарастают с каждым разом, и вас уже удовлетворить в целом, становится почти невозможно, потому что ушли вот в материю, да, во все внешнее, нежели в глубину. И не наслаждались самим процессом творения, создания чего-либо. Когда я говорю творение, создание, это прежде всего про деятельность, то, чем вы занимаетесь. Это может быть как и воспитание детей, так и ваша профессия, карьера. Вот важно просто каждый день наслаждаться вашей жизнью и то, что вы делаете. Если это не приносит вам удовольствия и радости, значит, это пора менять, потому что жизнь это настолько коротка, что не стоит заниматься тем, что вам не нравится. И на самом деле вы занимаете чье-то место в том плане, что вы свое не занимаете. Вами никто больше в этой жизни не сможет быть. Эта роль только ваша. Вы сейчас играете чью-то другую. Так вот, вам нужно выйти и войти именно в вашу роль и жизнь. Второй урок — это быть проще и скромнее. Это то, о чем я говорила в начале. Сатурн не любит и не принимает вульгарность, роскошь. Именно роскошь с целью того, попонтоваться, да, показать, смотри, как у меня есть, чего я добился, я всего сам добился. Вот именно гордыня, эгоизм, да, когда все на показ, хвастовство. Сатурн всегда учит вот через смирение. Будь проще. Вот проще, тише. Потому что человеку, который очень такой солидный внутри, да, как кремень, ему не нужна внешняя какая-то шелуха для того, чтобы показать свое достоинство, свою силу или свои какие-то ресурсы, богатства. Он уже это сам по себе транслирует, просто вот будучи, говоря, общаясь с ним, глядя на него, чувствуя его энергию. Окружающие это считывают. И очень
также и считывают тех людей, которые не имеют этого стержня, которые окружены только внешними. И у многих, кстати, есть ассоциации, вот то, что быть скромным или простым, это, наоборот, какая-то слабость, или это не круто, это не модно. Потому что современный мир сейчас, к сожалению, или к радости, не знаю, тоже по-разному, да, как относиться, он нацелен на все внешнее, на материальное, на достигаторство. Смотри, сколько у меня, смотри, какая у меня машина, квартира и так далее, и так далее. И это такая вечная гонка, и это тоже мир как бы фейковых людей, фейковых достижений и всего остального. А где ценность, а где суть, а где правда? Поэтому как бы проще и легче жить, когда ты честен сам с собой, с окружающими, и когда ты вот такой, какой ты есть, ты себя также и транслируешь. Не нужно притворяться, не нужно из себя что-то строить, потому что снова придет определенный транзит, наступит свое время, придется эти уроки проходить. И если мы очень заигрались, они будут болезненными. Следующий урок — это что всему свое время. Я об этом немножко уже намекнула, сказала: учиться ждать. Сатурн любит терпеливых, и в первом видео я об этом рассказывала. Если вы нетерпеливы и вы хотите все здесь и сейчас, вы будете ждать долго. Если вы умеете ждать, вы закалились, набрались терпения, вы понимаете, что всему свое время, все придет, все, что мое, обязательно ко мне придет и будет у меня. И тогда вы будете получать то желаемое намного лучше и даже намного больше, чем вы ожидали. И если вы постигаете этот принцип, это правило, то значит, что вы проходите и уже прошли один из самых главных экзаменов Сатурна. Именно этому правилу, да, этому принципу, принятию, и очень мало людей на самом деле, особенно сейчас, умеют ждать. И это самая такая большая боль, когда наступает садесати, включаются определенные транзиты по домам, и вот тут начинается проработка, а человек не научился. Ну и этот период как бы и дается для того, чтобы его научить. И в награду за ваше терпение, за умение ждать, вы сами себе как бы творите и получаете спокойствие, внутреннюю как бы радость, удовлетворение, нет напряжения и суеты. То есть вы сами инвестируете в свое состояние тем, что вы умеете ждать, что вы терпеливы. Потому что когда человек не умеет ждать, нетерпелив, он не может сказать о себе то же самое, он не может сказать, что да, я внутри спокоен, мне комфортно, у меня нет суеты. Наоборот, он суетится, он неспокоен, у него ментальная, да, эмоциональная сторона постоянно качается то влево, то вправо, потому что все зависит от внешних результатов. И на самом деле это как бы так себе жизнь, потому что мы очень много энергии теряем, когда вот эмоционируем, когда очень привязаны к внешнему. А следующий закон — это следовать законам. Причем как и земным, да, то тем законам, которые есть в вашей стране, так и вселенским законам, законам мироздания на самом деле. Это про то, чтобы быть честным, справедливым, добрым, сердечным и не причинять никому боль или вред. Далее это развитие сострадания. Сатурн через трудности, опять же, учит нас открывать наши сердца. Он учит нас тому, чтобы мы могли сопереживать другим, помогать другим, в том числе потому, что у нас есть какой-то тоже сложный или болезненный опыт, и мы знаем, как это больно, как это сложно. Поэтому здесь про то, чтобы не осуждать других за их чувства, принимать, оказывать им поддержку и жить с открытым сердцем. И здесь важно то, что вот как вы относитесь к другим людям, так и они будут к вам относиться. Другого они дать вам не смогут. Поэтому если человек очень закрыт, он эгоистичен, он не умеет поддержать, не умеет проявить сострадание, неважно даже к кому, к очень близкому человеку или к незнакомому, но у него вообще нет никаких чувств и эмоций, когда в его жизни наступит период, когда ему нужна будет эта поддержка, вопрос, кто окажется рядом и получит ли он эту поддержку от других. Поэтому вот
фраза, да, что посеешь, что и пожнешь, это и про Сатурна, и про все его уроки. Вы сами закладываете фундамент вашего окружения, и то поведение, то отношение к другим людям, оно таким и будет потом для вас, что вы отдаете другим, то вы и потом получите, когда вам это будет нужно. Это также этот закон перетекает в другой, о том, чтобы заботиться о других от чистого сердца и из благих намерений. А здесь про то, чтобы помогать людям себя находить, вставать на свой путь, мотивировать их, вдохновлять. Причем неважно, да, вы это можете проигрывать как в вашей деятельности, если, например, вы работаете с людьми, вы наставник, коуч, астролог, у вас есть определенные, или вы учитель, да, профессор, или же вы просто как человек, у вас есть в окружении люди, которые, например, хотят себя в чем-то попробовать, кто-то хочет научиться петь, может быть, выступать, а кто-то хочет стать актером, да, и вот вы являетесь для него наставником в этот данный момент. Вы можете ему расправить эти крылья, помочь, вдохновить, сказать: да, классно, ну ты же вылитый актер, тебе это нужно делать, но если не ты, тогда кто? Или наоборот, обломать эти крылья и сказать: ну слушай, ну тебе там уже 35, какой актер? Но если ты им до сих пор не стал, ну как ты им станешь? Понимаешь, то есть от тебя зависит судьба другого человека, и ты на нее можешь вот повлиять или положительно вдохновить, смотивировать. Да, может, он и не станет тем актером, но ты его вдохновил, он пойдет попробует, он этот гештальт закроет, галочку поставит, он сам потом, да, скажет: да, реально не для меня. Но он попробовал, он это сделал, это желание было его, и он это сделал. Или же ты даже не даешь, да, человеку шанс, а он мог бы стать гениальным в чем-то. И, возможно, это было его предназначение, это был, да, деятельность его души, ради которой он сюда пришел. Понимаешь? Поэтому очень важно помогать людям быть доброжелательным, добрым, открытым, чистым, и не бояться, да, и людей, потому что, мне кажется, мы все друг друга боимся, все чем-то напуганы, и все боятся друг перед другом открыться. А на самом деле там сидят такие раненые дети, скомканные, испуганные души, которые очень хотят любить, светить, быть добрыми, чистыми, но боятся, потому что им кажется, что вокруг сколько трудностей и преград. Вот, кстати, об этом есть хороший мультфильм «Душа», Soul, да, американский мультфильм, недавно вышел. Там прям это все очень красиво описано и показано. Я прям советую очень посмотреть. Следующий закон — это учиться труду, дисциплине и прилагать усилия. Как я и говорила, Сатурн любит трудолюбивых. Он любит тех, кто сам ежедневно создает свою жизнь, кто работает над собой, кто становится лучшей версией себя изо дня в день. И это также про то, чтобы стать лучшим в своем деле, чем бы вы ни занимались, и приносить благо другим людям через вашу деятельность. Следующий — анализировать все происходящее и связывать причину и следствие. Сатурн именно через испытания будет нас проверять, выковывать как сталь. И в моменты, когда нам наиболее сложно и трудно, это то время, когда мы можем замедлиться, остановиться, сесть и подумать: а вообще зачем я живу, а куда я иду, а что мне нравится, а в чем мое предназначение, чем я могу заниматься и как я могу приносить пользу людям, а приношу ли я ее вообще, в чем смысл жизни, деятельности. И вот это время, когда эти ситуации, да, и включают эти вопросы в нас, это уже активируется, это кричит внутри, не то, что фонит, это прям кричит, для того, чтобы мы обратили внимание, и мы включились, мы проснулись, мы вспомнили и начали что-то менять. Поэтому, когда сложно, забывайте про фразу: блин, за что мне это? И не жалейте себя, не играйте в роль жертвы, потому что это слабая позиция. Вы себе вообще так никак не поможете, только усугубите. Каждый раз спрашивайте: окей, для чего мне эта ситуация? Чему меня пытаются научить? Что мне сейчас показывают? И находите в каждой
сложности, трудности, возможности. Находите вашу силу и смотрите, как именно сейчас из этой точки вы можете изменить вектор вашей судьбы. Ну и напоследок, это практики, это духовность, это саморазвитие. Именно в период садесати очень многие люди приходят в духовность. Они, конечно же, не знают, что у них садесати, но если они приходят к астрологу, то они уже узнают об этом. И это тоже неспроста, потому что, ну, как вы видели, да, Сатурн, проходя транзитами по 12 домам, только в 3 является благоприятным, а в 9 он неблагоприятный. То есть большую часть времени мы испытываем сложности. И в эти моменты, да, мы начинаем уже искать помощь, искать ответы, мы хотим разобраться, что, как, почему, и поэтому приходим и в астрологию, в психологию, начинаем работать с подсознанием, ездить в Индию, в паломничество, йога-туры, да, многие в йогу приходят, в том числе в это время, изучать философию и учиться. Больше времени мы находимся наедине, мы хотим уединиться, мы хотим подумать, порефлексировать. Поэтому данный период жизни, он прям очень благоприятен для того, чтобы работать над собой, для того, чтобы прям углубляться, находить инструменты, направления, которые помогают вам. Если вы чувствуете, например, да, ментальное напряжение, страхи, тогда можно заниматься медитациями. Медитация тоже разная, количество, вариаций и так далее, да, они все имеют разные направления. Можно работать с подсознанием через ту же регрессивную терапию. Можно это проговаривать с психологом, психотерапевтом. Главное искать ответы, главное что-то для этого делать, не бояться спросить, попросить о помощи, читать, наблюдать за другими, да, экспертами, учителями в разных сферах, то, что вам сейчас откликается, и прям жадно впитывать эти знания. Вы потом себя будете так благодарить за это, вы даже не представляете. Никогда не пожалеете времени на себя, на то, что вы это сидели, учили, интересовались, смотрели, читали и так далее. Никогда не пожалеете. Это самая лучшая инвестиция, которую в целом человек может сделать в своей жизни. Именно инвестировать в себя, в свои знания, в свое развитие, потому что все остальное потом вытекает из этого. Чем точнее вы как личность, в том плане, что вы четко знаете, что для вас окей, чего вы хотите, куда вы идете, тем ваши сферы более организованы, вы способны достигать максимальных в них результатов, и помимо этих результатов вы наслаждаетесь процессом. То есть вы не просто входите в какую-то гонку за достижениями, а вы входите в эту гонку из состояния, что да, мне по кайфу, мне так нравится, я хочу этим заниматься вот постоянно, да, в плане своей деятельности, выбрав то самое занятие, ту самую работу. Поэтому из этого все начинается. Это не про то, что когда я найду свою работу, я стану счастливым и найду себя. Сначала нужно уделить время себе, проинвестировать в себя, и это могут быть и ресурсы, это и время, и деньги, и в целом даже позволение себе сейчас взять такую паузу и навести порядок в своей голове. И потом этот порядок таким эффектом домино распределиться на все остальные сферы вашей жизни. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, что вы сегодня узнали много всего интересного, возможно, немножечко поразмышляли над своими убеждениями, какие-то уроки из тех, что я привела, взяли для себя на заметку, для того, чтобы прожить период садесати наиболее положительно, благостно, для того, чтобы сделать это временем своих достижений, как и личностных, так и профессиональных в том числе. И не забывайте про энергообмен, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, напишите комментарий, поделитесь вашими историями садесати, как он у вас прошел, или если не знаете, когда он у вас был, можете также мне написать ваши данные, я помогу рассчитать. И подписывайтесь на мой инстаграм, там каждый день выходят разные полезности и душевные сторис, где я рассказываю очень многие интересные вещи, иногда супер спонтанные, то, что приходит в течение дня, но всегда чувствую, что это кому-то нужно, и потом получаю от вас обратную связь. Спасибо большое и до скорой встречи!